Мало кому из российских туристов довелось побывать в круизе на этом теплоходе после того, как в межнавигационный период 2004-2005 года он прошел модернизацию. Теплоход до недавнего времени работал исключительно с иностранными туристами. Но сейчас иностранных туристов нет, и с 2023 года теплоход доступен российским речным путешественникам. Всем привет! Меня зовут Андрей Кузьмичев, и вы на канале о речных пассажирских теплоходах и о круизах на них. Сегодня на моем канале обзор теплохода «Тихий Дон». Он был построен в Германии в 1977 году по 301 проекту. На круизном судне проведена модернизация кают и общественных помещений. Я считаю, что вполне удачная. После модернизации даже лифт появился. Но этим сейчас уже мало кого удивишь. А вот что меня действительно удивило, так это наличие немодернизированных пассажирских кают на нижней палубе. Наверное, эти каюты иностранным туристам не продавали. Давайте начнем знакомство с теплоходом с нижней палубы и как раз с этих старых, но вполне уютных кают. Нижняя палуба теплохода «Тихий Дон». Каюта номер 1114. Кстати, доступ в каюту осуществляется по электронному ключу. Заходим. Это трехместная каюта на нижней палубе теплохода «Тихий Дон». Здесь нет обзорных окон, здесь иллюминаторы. В каюте 3 спальных места одним ярусом. У каждого спального места есть прикроватные светильники. Есть небольшой столик. Под столом холодильник. Вот его внутренности. Также есть разные полочки. Это каюта для 3 туристов, поэтому здесь есть 3 шкафа для одежды. Вот один из них. В шкафу мы видим плечики. Также есть внутрисудовое радио и кондиционер. А вот здесь в прихожей еще 2 шкафа для одежды. Не будем смотреть, что в них. Есть зеркало. А теперь посмотрим санузел. Санузел здесь стандартный. С душем системы льем на пол. Но вы посмотрите, какая лейка огромная. Вот она. Продолжаем осмотр теплохода. Поднимаемся на главную палубу. Носовой пролет главной палубы. Здесь расположена витрина сувенирного киоска. Стойка регистрации. А центральную часть главного пролета занимает шахта лифта. Коридор на главной палубе. Одноместная каюта номер 107 на главной палубе теплохода «Тихий Дон». Каюта с двуспальной кроватью. Есть прикроватные тумбочки и прикроватный светильник. В каюте одно обзорное окно. Есть небольшой столик с креслицами. Здесь вот такая штука с зеркалом. А наверху телевизор. Даже есть телефон внутрисудовой связи. Есть шкафы для одежды. А вот в этом шкафу сейф и фен. Также есть холодильник. Давайте отсюда вам каюту покажу. Заглянем в санузел. Санузел здесь с душевым уголком. Идем дальше. Двухместная каюта номер 109 на главной палубе теплохода. В каюте есть одно обзорное окно. На данный момент в каюте 2 спальных места. Но сдвинув их, можно трансформировать в двуспальную кровать. Также есть прикроватные тумбочки с прикроватными светильниками. Есть столик, 2 кресла, еще небольшой столик, зеркало и телевизор. В прихожей есть шкафы для одежды. В шкафах плечики и спасательные нагрудники. А вот это второй шкаф для одежды. Вот здесь у нас фен и сейф, а внизу, скорее всего, холодильник. Ну точно. Вот его внутренности. Заглянем в санузел. Санузел с душевым уголком. Ну еще вот этот момент вам покажу. Идем дальше. Ближе к корме главной палубы расположена библиотека с небольшим читальным салоном. А еще ближе к корме главной палубы расположен сувенирный киоск. Но ассортимент здесь обширный. Кормовой пролет главной палубы. Поднимаемся на среднюю палубу.
Носовой пролет средней палубы. Носовая часть средней палубы. Бак теплохода. Самый нос средней палубы. Двухместная каюта номер 201. Это панорамный люкс. Смотрите, остекление каюты здесь и с одной стороны, и прямо по ходу движения теплохода. Вот такой вид отсюда открывается по ходу движения теплохода. Интересно, во время дождя капли не сильно стучат по стеклу, не мешают спать? В каюте две кровати, которые можно сдвинуть вместе по желанию. Прикроватные тумбочки, прикроватные светильники есть. Вот здесь кресло, столик и дополнительный вентилятор. Есть телевизор. Вот здесь столик, зеркало. Есть фен под столом. Посмотрим, что в шкафах. Плечики и сейф. Здесь холодильник. А здесь плечики, спасательные нагрудники, банные халаты и тапочки. Санузел здесь с душевым уголком. Давайте еще вот так на каюту посмотрим. Ну что ж, продолжаем осмотр теплохода. Каюта номер 225 на средней палубе теплохода. В каюте два спальных места, их можно вместе сдвинуть. Есть прикроватные тумбочки, прикроватные светильники. В каюте одно обзорное окно. Столик и креслица есть. Вот здесь табуретка, столик, зеркало, телевизор. Это шкафы для одежды. А справа два, которые один над другим. В одном холодильник, а в другом сейф и фен. Сверху на каюту посмотрим. Заглянем в санузел. Санузел с душевым уголком. Также есть зеркало и раковина. Продолжаем осмотр теплохода. Кормовой пролет средней палубы. Вход в ресторан. Кормовая часть средней палубы. Ресторан. Ресторан рассчитан на 220 посадочных мест. Питание организовано по следующей схеме. Завтрак – заказная система с элементами шведского стола. Обед и ужин – заказная система. В ресторане столы для 6 туристов. Также есть столы для 4 гостей. А вот это большой стол, сразу на 10 человек. Встречаются столы и для 7 гостей. А также есть уютные двухместные столики. Для самых маленьких путешественников есть детские стульчики. Поднимаемся на шлюпочную палубу. Иду по правому борту шлюпочной палубы. Иду на нос шлюпочной палубы. Носовая часть шлюпочной палубы. Вот здесь мы видим окна панорамного бара. Бак теплохода. Шлюпочная палуба, левый борт. Носовая часть шлюпочной палубы. Панорамный царь-бар. Рабочая барная стойка. А вот такой вид отсюда открывается по ходу движения теплохода. Давайте вам еще вот так вот бар покажу и идем дальше. 326-я двухместная каюта на шлюпочной палубе. В каюте одно обзорное окно. Также здесь есть два спальных места, которые можно сдвинуть вместе по желанию. Как всегда, прикроватные тумбочки, прикроватные светильники. О, даже лебедь есть. Кресло, столик, зеркало. Вот здесь есть телевизор и шкафы. Есть фен и сейф, а также есть холодильник. Ну а в шкафах плечики и спасательные нагрудники. Заглянем в санузел 326-й каюты. Санузел с душевым уголком. Давайте вам еще вот так покажу. Еще отсюда на каюту посмотрим и идем дальше. Ближе к корме шлюпочной палубы расположено место для курения пассажиров. Здесь курят и любуются на шлюпке. Кормовой пролет шлюпочной палубы. Солнечная палуба. Президент-бар. Барная стойка. Также здесь есть танцпол и сцена. Солнечная палуба.
Здесь расположен солярий. В солярии вот такие лежаки. Что-то я все пешком по палубам хожу. Давайте уже на лифте прокатимся. В общем-то, все на теплоходе мы посмотрели. Напишите в комментариях, как вам интерьеры кают. Сходили бы на таком теплоходе в круиз? А я с вами прощаюсь. Всем пока, увидимся!